Жила-была в одном зеленом уютном городе девушка по имени Аня. Сколько она себя помнила, ее сердце всегда принадлежало животным. В то время как другие дети играли в куклы или машинки, Аня спасала выпавших из гнезда птенцов, подкармливала дворовых котов и часами просиживала за книгами Брема и Даррелла, но главным местом силы для нее был городской зоопарк. Каждый день после школы, бросив портфель дома, она мчалась туда. Она знала по именам всех слонов, различала характер каждого тигра и могла часами наблюдать за играми обезьян. Старые смотрители уже привыкли к этой вихрастой девчонке, которая вечно крутилась возле вольеров, задавая тысячи вопросов. У Ани была одна единственная, но огромная мечта — стать частью этого удивительного мира. Работать здесь, заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе сам в мире людей. Время шло, детские мечты часто разбиваются о суровую реальность, но только не в случае Ани. Ее упорство и искренняя любовь к братьям нашим меньшим принесли плоды. Окончив профильный вуз, она получила работу своей мечты в большом зоопарке диких зверей. Этот зоопарк был особенным. Он располагался на самой окраине города и одной стороной вплотную граничил с настоящим густым, почти заповедным лесом. Воздух там всегда был свежим, а по ночам к рыку львов примешивался шум вековых сосен. Ане доверили невероятно ответственный участок. Она стала кипером в секторе бурых медведей. Для кого-то это могло показаться опасным и тяжелым трудом, но для Ани это был настоящий подарок судьбы. Она быстро нашла общий язык со своими огромными подопечными, она знала их привычки, понимала их настроение по малейшему движению ушей или фырканью. Среди всех косолапых обитателей сектора был один, который занимал особое место в сердце девушки. Это был маленький медвежонок по имени Потап. Он попал в зоопарк совсем крохой, оставшись без матери, и Аня, можно сказать, выкормила его из соски. Потап рос невероятно потешным, игривым и любознательным. Он был всеобщим любимцем, не только Аня, но и все сотрудники зоопарка, от директора до уборщиков, не могли пройти мимо его вольера без улыбки. Потап был настоящим артистом. Он мог часами забавляться с подаренной ему старой автомобильной шиной, надевая ее на себя, катая по вольеру или используя как подушку. Но больше всего он любил наблюдать. Он часто садился на задние лапы у самой решетки, смешно склонял голову набок и смотрел своими глазами-бусинками на мир за пределами его территории, особенно в сторону того самого густого леса, что шумел за забором. Между Аней и Потапом установилась та незримая прочная связь, которая бывает только между человеком и животным, когда слова не нужны. Но однажды утром этот счастливый мир рухнул. Придя на работу, Аня, как обычно, первым делом направилась к вольеру с молодняком, чтобы поздороваться с Потапом. Она несла ему его любимое лакомство — сгущенку. Подойдя ближе, она почувствовала неладное. В вольере стояла неестественная тишина. Сердце пропустило удар. Она заглянула внутрь. Игрушки были разбросаны, миска перевернута, но самого медвежонка нигде не было. Аня в панике обежала вольер и в дальнем углу, скрытым кустарником, обнаружила подкоп под мощным ограждением и отогнутый край сетки. Потап исчез. В зоопарке немедленно поднялась тревога. Это было чрезвычайное происшествие городского масштаба. Все сотрудники, свободные от срочных дел, волонтеры и даже полиция начали прочесывать территорию и окрестности. Искали везде, в подсобных помещениях, в других вольерах, в парковой зоне. Но основная версия была очевидна и пугающая. Потап
ведомый инстинктом или простым любопытством, нашел лазейку и ушел в тот самый бескрайний лес, с которым граничил зоопарк. Поиски продолжались несколько недель. Лес прочесывали егеря с собаками, использовали дроны, но Потапа и след простыл. Огромный лесной массив поглотил маленького медвежонка без остатка. Аня была опустошена. Это было не просто горе, это было чувство глубокой личной вины. Она корила себя за то, что не досмотрела, не проверила ограждение, не предугадала. Ее маленький друг пропал, и неизвестность была хуже всего. Выживет ли он в дикой природе, будучи вскормленным людьми? Найдет ли пищу? Не станет ли жертвой браконьеров? Эти вопросы мучили ее бессонными ночами. Время шло, и хотя боль утраты не утихала, жизнь продолжалась. Руководство зоопарка, видя состояние Ани, предлагало ей отпуск, но она отказалась. Работа стала ее единственным спасением. Она продолжала заботиться о других медведях, механически выполняя свои обязанности. В ее движениях больше не было прежней легкости, а в глазах поселилась грусть. Коллеги старались поддерживать ее, но все понимали. Аня оставила часть своей души в том пустом вольере. Прошло несколько месяцев. Наступила золотая осень, потом ее сменила зима, и вот уже снова повеяло весной. В один из своих редких выходных дней Аня проснулась с чувством невыносимой тоски. Ей нужно было куда-то выбраться, сменить обстановку, убежать от своих мыслей. Она решила посетить небольшой контактный зоопарк, который находился в другом конце города, недалеко от ее дома. Ей казалось, что общение с безобидными кроликами, козочками и альпаками поможет ей хоть немного отвлечься и согреть душу. Придя туда, она бесцельно бродила между загонами. Здесь царила совсем другая атмосфера, чем в ее родном огромном зоопарке. Было много детей, смеха, все было камерным и домашним. Девушка наблюдала, как малыши кормят с ладошки оленят, и на ее лице впервые за долгое время появилась слабая улыбка. Внезапно ее внимание привлек дальний, более просторный загон, огороженный крепче остальных. Там было необычно много народу. Подойдя ближе, Аня увидела, что толпа собралась вокруг вольера с медведем. Это было странно для контактного зоопарка. Обычно там не держат крупных хищников. Аня протиснулась сквозь толпу к ограждению. Медведь был довольно крупным, уже не медвежонок, а подросток. Он ходил из угла в угол, нервно пофыркивая на посетителей, которые слишком активно махали ему руками. Что-то в его походке, в том, как он ставил лапы, показалось Ане до боли знакомым. Сердце ее ёкнуло и забилось где-то в горле. Она подошла вплотную к решетке и тихо позвала: «Потап?» Медведь замер. Он перестал ходить и повернул голову в ее сторону. Аня всмотрелась в его глаза. Это были они, те самые умные, внимательные глаза-бусинки, которые она не спутала бы ни с чьими другими на свете. Он вырос, окреп. Его шерсть стала гуще и темнее, но взгляд остался прежним. В его глазах читалось узнавание и какое-то невероятное, почти человеческое удивление. Аня, забыв обо всех инструкциях по технике безопасности, забыв о страхе, прижалась к прутьям решетки. Волнение и радость захлестнули ее настолько, что из глаз брызнули слезы. «Потапка, маленький мой, это ты!» — шептала она, протягивая руку сквозь прутья. Медведь медленно, с опаской подошел к ней. Он шумно втянул носом воздух, принюхиваясь к ее руке. Запах знакомого человека, запах детства, запах безопасности ударил ему в ноздри. И в этот момент произошло невероятное. Грозный зверь издал глубокий, вибрирующий,
но совершенно дружелюбный, почти ласковый рык. Он прижался мокрым носом к ладони Ани, а потом, словно не в силах сдержать эмоции, начал кружить вокруг себя, смешно подпрыгивая, точно так же, как делал это в детстве, когда Аня приносила ему новую игрушку. Он явно ее вспомнил. Толпа вокруг затихла, наблюдая эту удивительную сцену воссоединения. Аня плакала от счастья, не отнимая руки от мокрого медвежьего носа. После этого невероятного события развивались стремительно. Аня, с трудом оторвавшись от вольера, немедленно связалась с директором своего зоопарка и коллегами. Приехали специалисты, ветеринары, началось бурное обсуждение, проверка документов и чипов. Выяснилась удивительная история. Оказалось, что сотрудники этого небольшого контактного зоопарка несколько месяцев назад нашли в лесу, довольно далеко от города, истощенного и испуганного медвежонка. Он был один и явно не умел добывать себе пищу. Добрые люди пожалели его и приютили, даже не подозревая, что этот лесной сирота на самом деле беглец из соседнего крупного зоопарка. Они выходили его, откормили и оставили у себя, став местной достопримечательностью. Потап же, привыкший к людям, быстро освоился на новом месте, хотя и скучал по своему прежнему дому. Бюрократические формальности были улажены быстро. Вскоре была организована перевозка Потапа, уже значительно подросшего, в специальном транспортном вольере вернули в его родной зоопарк. Встреча с родной командой была трогательной. Казалось, даже старые медведи в соседних вольерах приветствовали возвращение блудного сына радостным ревом. Потапа поселили в новый, более просторный и укрепленный вольер. Аня вновь смогла заботиться о своем любимце. Первые дни она практически не отходила от него, а Потап, казалось, боялся выпустить ее из виду, словно опасаясь, что она снова исчезнет. Счастье вернулось в жизнь Ани, а вместе с ним и прежний блеск в глазах. Работники обоих зоопарков извлекли серьезные уроки из этой истории. В большом зоопарке были полностью пересмотрены системы безопасности и ограждения, чтобы исключить подобные побеги в будущем. А сотрудники контактного зоопарка стали более внимательно относиться к происхождению найденных животных и сотрудничать с крупными центрами. Так Потап снова оказался среди своих друзей в безопасности и сытости, а Аня, каждый день подходя к его вольеру и угощая его любимой сгущенкой, благодарила судьбу за это волшебное возвращение и за то, что связь между человеком и зверем оказалась сильнее времени и расстояния. Вот такая история, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Это лучшая награда для автора. А также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. До новых встреч!